Всем привет, ребят. Забрякали у меня. Давненько уже забрякали, здесь просто звуки усилились. Направляющие суппорта. Вот она одна стоит, вот вторая. Колесо мы сняли. Стоят они недорого. Смазка тоже специально сюда идет, тоже недорогая. Сейчас будем их выкручивать. Покажу, как они новые выглядят. Вот так вот эти втулочки выглядят новые. Здесь с резьбой притягиваются. Вот такая смазка. Купил 65 рублей, за нее отдал. Смазка вот специально для суппортов. Вот одного тюбика хватит на один суппорт полностью. Здесь болты на 14 стоят. Сейчас будем их выкручивать. Ну вот мы его выкрутили, вытащили. Вот так вот выглядит. Он выглядит. Маленько его, видать, что его подбивало здесь. Здесь, кстати, еще этот пыльник идет. Сразу проверьте, чтобы они были целые, чтобы туда грязь вовнутрь не попадала. Если он у вас порвался, пыльнички вот такие продаются, можно сразу заменить его. Вот у меня он целый стоит полностью, в хорошем еще состоянии. Сейчас будем ставить новый. Вот я его намазал смазкой туда, засунул. Новый он помаленько потолще, не такой изношенный уже, потому что они постоянно вот так вот ходят. Смазочки я добавил. И все, сейчас буду обратно закручу верхний болт. Верхнюю втулку закручу, чтобы мне тут не снимать полностью суппорт. Потом выкручу нижний болт. Также его сюда отогну, вытащу втулку и также новую загоню, чтобы не снимать ничего тут, не сводить, не разводить колодки. Но колодки обычно сводят, разводят, если вы новые их ставите, надо поршень утапливать. А если колодки старые, то есть он выйдет и зайдет. Ну кому как удобно. Я то есть сейчас верхний прикручу, нижний выкручу, также вытащу и засуну новый. Ну вот я нижний вытащил. Вот в таком он брякал, скорее всего, больше звон происходил от него, потому что на нем стояла вот такая вот резиночка какая-то, чтобы она сползла, и он начал брякать. Ее уже подпробило уже, и он начал издавать звуки. Скорее всего, он уже кто-то колхозил до этого, чтобы не менять направляшку, а просто резиночку сюда одели, и все, и так она с ним ходила, вот пока не сползла. Сейчас будем ставить новый. Ну все, новые направляющие стоят, мы их затянули. Звуков они таких больше не издают. Сейчас еще колесо поставим, проедемся по неровностям, послушаем. В основном они начинают звенеть на неровностях, и звук такой не глухой, а прям как бряканье. Это вот либо колодки, либо направляшки. Но вот у меня в данном случае направляшки брякали. Колодки здесь вот, ну, колодки редко, у меня ни разу колодки не брякали. В основном такие направляющие брякают, втулки. И если проехать по кочкам, нажимаете тормоз, они перестают брякать, то это по-любому они. Потому что прижимает, и они неподвижно здесь их зажимает. А когда без тормозов едете, по кочкам брякают, это по-любому вот эти направляшки. Вот мы их поменяли. Брякать больше они не должны. Все, всем пока.